Всем привет! В этом уроке я предлагаю заняться тем, чтобы разнести файл на бэкэнде с нашим TRPC по отдельным файлам. Мы скоро будем добавлять сюда новую мутацию на создание идеи, и это нехорошо, что наш файл раздувается, и здесь очень много разной разрозненной логики. Давайте этот файл разобьем на более мелкие. Так, я предлагаю создать папочку под названием lib в src, в которой мы будем хранить всякие куски нашего приложения. Ну, давайте для начала примитивно вынесем наши идеи в отдельный файл, потому что они нам будут нужны в разных наших кварях. И так и поступим. Пускай это будет ideas.ts. Вот здесь этот файл. Здесь этот объект, мы его экспортируем, и также нам нужен лодаш. Так, импорт, лодаш. Хорошо, идеи вынесли, я их пока просто удалю, потом куда надо мы их экспортируем. Идеи удалили. Потом давайте создадим здесь в папке lib файл trpc, и там мы будем хранить сам инстанс TRPC, потому что, опять же, он нам потребуется в самих кварях, чтобы их создавать. Так, выносим. Export const TRPC и init TRPC берем отсюда. Угу. Хорошо. Так, потом также в папке src я предлагаю создать папку router, и там мы будем хранить наши процедуры. Всякие query и TRPC-мутации. Роутер. Так, и под каждую мутацию я предлагаю создавать отдельный файл, потому что в дальнейшем отдельную папку, и в этой папке хранить и саму процедуру, и отдельно хранить ее input. Так, хорошо. New folder. Какие у нас есть мутации? Get ideas, query, и get idea. New folder, get idea. Хорошо. Так, ну давайте перенесем процедуру getIdea. New file index.ts. Так. Будет это выглядеть вот так вот. Export const getIdea. TRPC мы импортируем из свежесозданного файлика в папке lib. Ideas мы экспортируем из этого файла. Ну и zot мы экспортируем вот так. Единственное, что, поскольку мы уже экспортируем эту процедуру, я предлагаю называть ее не просто getIdea, а добавлять суффикс getIdea trpc route. Дело в том, что в вашем проекте может реально существовать отдельно функция на получение идей, которую вы используете в разных местах, и вот она реально функция getIdea. А вот эта штука, это все-таки не функция getIdea, а это именно trpc route, и я рекомендую использовать, насколько возможно, говорящие названия. Так, getIdea создали, и теперь нужен getIdeas. Index.ts. Угу. Хорошо. И getIdeas он будет называться. И вот такая у него реализация. Так, нужен лодаш. Хорошо. Так, эту вызвали. Так, но теперь они у нас вырваны из контекста, и нам нужно их еще объединить в один общий файл, который уже будет использоваться в нашем TRPC. То есть, так сказать, создать непосредственно наш роутер. Так, хорошо. Давайте в папке роутер создадим файл index.ts, который будет в себя вбирать все, что у нас есть. Выглядит он вот так. Да, давайте посмотрим на оригинальный файл. То есть нам нужно, по сути, просто создать этот TRPC роутер. Роутер index.ts. Ага. Вот у нас TRPC роутер. И, пожалуйста, он готов. Так, получается, что мы почти уже все вынесли из нашего файла. То есть вот это вот TRPC роутер, мы импортировали наши процедуры и присвоили их по этим названиям, чтобы они у нас на фронтенде были доступны уже без префикса TRPC route. Может показаться избыточно, но благодаря этому у нас также будет удобнее навигация по редактору кода. Это я сейчас тоже покажу, но давайте сначала доделаем разбиение по файлам. То есть у нас здесь, что мы еще не доделали, так это в файле index.ts
Вот эту вот штуку я предлагаю тоже вынести в отдельную функцию. И давайте мы ее назовем. Пусть будет вот так. Это я пока закомментирую. Я хочу, чтобы была такая функция. Apply TRPC to ExpressApp. Да, ExpressApp, TRPC роутер. И теперь ее нужно создать. Где мы ее создадим? Я предлагаю ее создать прямо в папке libtrpc. Пускай это будет здесь. То есть все, что связано с TRPC и не является роутером, пускай будет здесь. Export const. Угу. Так, ExpressApp TRPC роутер. Только вот типа, жалко, он нам сам не подсказал. Express. Express нужно импортировать из самого экспресса. Так, хорошо. А TRPC роутер нам нужно импортировать из роутера. Вот этот тип, мы заранее его создали. Он просто наследует тип самого TRPC роутера, для того, чтобы нам его в типы прокидывать. Так, TRPC роутер. Угу. Хорошо. И здесь само содержимое, можно полностью забрать из нашего старого файла. Это можно убрать уже. Так, добавили. Ага. Так, а TRPC Express нужно экспортировать из TRPC. Так, хорошо. Сохранили. А теперь нужно еще все это дело импортировать. Этот файл сейчас я скоро удалю. Так, а пока что в index.ts нужно его просто забрать. Так, взяли, сохранили, смотрим. Собирается ли бэкэнд, на что-то ругается, да? IDS. Этот файл нам больше не нужен. Хорошо, давайте я его, пока просто закомментирую, потом удалю. Угу. Так, бэкэнд поднялся, проверим, работают ли эндпоинты. Вот наши все идеи, и он не работает. Да, чего он не работает? Can't find name IDS. Так, нам здесь TRPC роутер нужен. Потому что мы его не оттуда импортировали. Да, он у нас теперь в папке lib. Ага. И все, и это, соответственно. Так, сейчас, момент. Не так. TRPC роутер у нас находится в папке роутер. Вот. А apply TRPC Express в папке lib. Хорошо, сохраним, проверим еще раз. Угу, да, все идеи загрузились. Давайте еще раз посмотрим на то, что мы сделали. Мы не сделали абсолютно ничего нового, мы просто все раскидали по файлам. То есть у нас теперь вот это вот TRPC create и само объявление роутера. Давайте по порядку. TRPC create у нас в папке lib. Так, еще и этот ругается теперь. Это мы берем из папки роутер, да? TRPC роутер. Ага, хорошо. Давайте проверим тип еще, чтобы убедиться, что все у нас нормально. PNB types. Да, работает. И PNB types. Так, тут у нас несогласные. Давайте посмотрим, что мы на веб-апе сломали. Get ID. Не, does not provide. TRPC. Да, потому что у нас теперь TRPC роутер тоже в другом месте. Он у нас SRC роутер. Угу. Так, npm types. Угу. Да, все, проект в рабочем состоянии. Смотрите, мы просто разнесли наш старый файл, вот этот вот, который лежал в SRC, на разные. Init TRPC мы добавили в папку lib, и вот он у нас просто хранится. Потом сам роутер мы перенесли в индекс файл в папке роутера. Все отдельные процедуры мы перенесли каждую отдельную в папку в роутере. Вот. И тип роутера у нас тоже берется из папки с роутом.
Вот. Почему на так много файлов пришло разделить? В том числе для того, чтобы у нас не было циркулярной зависимости типов. То есть если вы попробуете как-то это все упростить, скорее всего, вы наткнетесь на то, что типы ссылаются сами друг на друга, и вам не дадут это все сбилдить. Вот, на мой взгляд, это самое оптимальное распределение файлов. Хорошо. Ну давайте посмотрим, как работает переход теперь у нас в бэкэнд из файлов с фронтенда. Вот мы, например, находимся здесь, нажимаем на Get Idea, попадаем сюда. Потом кликаем сюда, и вот мы уже в нужной функции в бэкэнде. Это удобно. Если бы мы ее назвали просто Get ID, и у нас бы здесь было, с одной стороны, все красиво, то, возможно, бы эта штука тупила. И когда бы мы кликали во фронтенде на эту функцию, она нас бы переносила сюда, мы бы кликали обратно, и нас бы переносило обратно в WebApp. Тоже не очевидно, но не очень удобно. А вот так удобно. Все, так и сохраним. Хорошо, благодарю вас. Поехали дальше.